I'm so happy to be here. Большое вам спасибо. Это мой первый визит в Екатеринбург, и я очень счастлив быть здесь. I will talk about why we have to use alveo and so how we have to clean our body with that. Сегодня мне хочется рассказать о том, почему мы пользуемся алвео, почему нам нужно проводить чистку организма. Let's first define the health, what health is. Прежде всего, давайте определимся с терминологией. Давайте посмотрим, что же такое здоровье. We can say the health is the perfect equilibrium and balance amongst the organs of our body. Мы можем дать следующее определение здоровью. Мы можем сказать, что здоровье – это отличный баланс органов в теле. And as long as this equilibrium is there, so it means that we are healthy. И до тех пор, пока этот баланс в организме поддерживается, наше тело, наш организм остается здоровым. And when this equilibrium is imbalanced and so perturbed, so we say that the person has a disease or that the sickness actually comes to the body. В том случае, когда это равновесие, этот баланс нарушается, в организме поселяется болезнь. So each organ actually has a special task to do in our body. Каждый орган нашего тела выполняет определенную функцию в организме. And there is a connection between all the organs in our body. И все органы между собой взаимосвязаны. And so each one of these organs doing their job, so it means that between all of them there is equilibrium, so you see that the person is healthy. Каждый орган выполняет свою работу в соответствии со своей функцией, и все эти органы должны находиться в равновесии. Когда равновесие поддерживается, человек здоров. There are many different causes of this imbalance actually in our body. Однако существует огромное количество причин, которые могут вызывать нарушение этого равновесия в организме. First, there might be the organ receiving less energy and oxygen. Первая из причин – это когда в организм поступает недостаточное количество энергии или кислорода. Because as we know, the oxygen is the vital, we can say the vital food of our body, for our organs. Нам известно, что кислород является необходимым элементом для питания нашего организма. The second one, the pollution of the air. Вторая причина – это загрязнение воздуха. And these days, in all over the world, as you see, that the air is so polluted. We have a lot of different kind of toxic material in the air that we are breathing. И в наше время ни для кого не секрет, что загрязнение воздуха является одной из проблем во всем мире, поскольку очень много токсичных веществ, которыми мы дышим. And also, we are eating a lot of processed food. Следующая причина нарушения баланса – это та пища, которую мы едим. В наше время мы употребляем большое количество обработанной пищи, полуфабрикатов. And these days, actually, if you see that there are lots of different kinds of processed food that we are taking without our knowledge. И в наше время мы питаемся таким количеством, большим количеством обработанных продуктов и полуфабрикатов, что иногда мы даже не замечаем, что мы употребляем эти продукты в пищу. And we can say that most of the food that we are taking actually is processed. Мы даже не подозреваем, что большая часть продуктов, которые употребляем, они уже побывали в обработке. And of course, full of chemicals. И, конечно же, несут в себе определенное количество химических веществ. So it means that from the meat that you are eating or all those packaged food, there are some chemicals inside that.
Конечно же, любая упакованная пища, любые консервы и другие подобные продукты несут в себе определенное количество химикатов. So we get a lots of different kind of chemical from our food that we are taking. Соответственно, все эти химикаты попадают в наш организм. Number 4 is toxic material in the body. И одна из следующих причин – это токсические вещества, которые попадают в наше тело. So even if we are getting the best food and we are taking the best food, still based on the metabolism of our body, metabolism of the food, there are some waste that should be actually taken care of and should be expelled from our body. Даже если мы стараемся кушать самую хорошую пищу, самые качественные продукты, тем не менее у нас есть определенная часть продуктов, которые в организме не перерабатываются и должны выводиться из организма. It means that when we are taking the food after digestion and absorption, so there are some waste that should be expelled from our body. Соответственно, все то, что не переработалось, все то, что не впиталось и не усвоилось организмом, должно быть вовремя выведено из него. And if a person has, for example, constipation, so it means that waste doesn't get out of the body and remains over there, so it detoxifies us. А если человек, к примеру, страдает запорами, это означает, что выделительная система не работает так, как положено, и, соответственно, все то, что не вывелось вовремя из организма, начинает в организме загнивать и нарушать баланс. And another one is overeating. Следующая причина нарушения баланса – это переедание. Actually, these days, all of us we like to eat, and so mostly, as you see, that the plates getting bigger and bigger. Я думаю, все мы любим поесть, и у нас даже посуда становится все больше и больше, тарелки увеличиваются в размерах. So when we overeat, it means that eating so much, so there are lots of food in our body, in our stomach, and some of them cannot be digested because our body actually has a power to digest the limited kind of, for example, food. И в этом случае, когда происходит переедание, происходит следующее. Желудок просто не способен справиться с тем количеством пищи, которое мы в него помещаем, поскольку наш организм, наши органы рассчитаны на ограниченное количество еды от природы. So a lot of food in our body actually rots and ferments and changing into the toxic material. Соответственно, вся пища, которая превышает это количество, начинает бродить в организме, происходят процессы брожения и гниения. Number 6 is lack of exercise. Шестая причина нарушения баланса в организме So as you know – это that недостаток физических упражнений, недостаток подвижности. we don't have time to exercise, so that's why that again lots of people they even don't think about the exercise. Вы знаете, что мы не так много двигаемся, и многие люди вообще не находят даже времени на то, чтобы заняться какой-то физической нагрузкой. And number 7 is lack of minerals and vitamins in our body. Седьмая причина нарушения баланса – это недостаточное количество минералов и витаминов в организме. Mostly, as I said, that because we are taking the food that's processed, so there are lack of vitamins and minerals these days. И причина этому, опять же, в том, что мы употребляем большое количество обработанной продукции, полуфабрикатов, в которой недостаточно витаминов и минералов. Fruits and vegetables that's full of vitamins and minerals, supposed to be full of vitamins and minerals, these days doesn't have actually that much vitamins and minerals. И, к сожалению, даже фрукты и овощи, которые по определению должны бы иметь необходимое количество витаминов и минералов, в настоящее время не имеют необходимого количества. Because first we are using a lots of chemicals as a pesticides and herbicides for the fruits and vegetables. Потому что даже при выращивании фруктов и овощей мы используем большое количество химических удобрений и пестицидов. And they are taking the fruits still it is not ripe from the tree, so unripe actually, because they have to send it for a long
distance to the other cities, so that's why they're taking undried from the tree. И кроме того, фрукты и овощи очень часто снимаются недозревшими, неспелыми с деревьев, с кустов, потому что необходимо их переслать в другую страну, где они будут проданы, и они дозревают, собственно, не на корню, а в пути. So it means that all the fruits that we are getting, taking undried from the tree, and so they are not ripened under the sun, so it doesn't have enough vitamins and minerals. А это означает, что необходимое количество минералов и витаминов в этих фруктах и овощах просто не успевает созреть, потому что фрукты и овощи дозревают не под солнцем, не под солнечной энергией. So if you compare, for example, an orange of these days from the orange that we had about 50 years back, that they are completely different. И если бы мы с вами сравнили те апельсины, которые продаются сейчас, и те апельсины, которые можно было бы попробовать 50 лет назад, это два совершенно разных апельсина. They find that these days a orange from Florida, for example, has only 50 milligram vitamin C, 50, and doesn't have any calcium and magnesium that's supposed to have. Сейчас в апельсинах только 50 миллиграмм витаминов и минералов, и там недостаточно магния и кальция того количества, которое должно быть в них. And if you compare an orange, actually, orange from 50 years back, because at that time they didn't use any chemicals, and also they take a ripe, when you take a ripe orange from the tree, it has a double of the vitamin C, and also it has calcium and magnesium that the oranges actually of these days doesn't have any at all. И если бы мы с вами взяли апельсин, который выращивался 50 лет назад, то в нем было бы удвоенное количество витамина С по сравнению с апельсином из сегодняшнего дня, а также в нем присутствовал бы и кальций, и магний. And number 8 is stress, tension, and worry. 8-я причина нарушения равновесия в организме – это стресс, это все наши нагрузки, вызванные переживаниями и беспокойством. So now we can say that the main cause of diseases is accumulation of the chemical and toxic material in our body. Подведя итоги всему вышесказанному, мы можем сказать, что основной причиной заболевания в организме является накопление токсических веществ, химических веществ. So it means that when the body is not clean and full of the toxic material, chemicals, so it is prone to all kinds of diseases. А это значит, когда наши организмы наполнены токсическими и химическими веществами, они подвержены различного рода заболеваниям. And it doesn't matter what kind of disease, because when the environment of our body is not clean and it is so dirty, so anything can proliferate, any bacteria, any microbe can proliferate in our body. И на самом деле не так важен диагноз, не так важно наименование заболевания конкретного, потому что в том случае, когда наш организм загрязнен и наполнен токсичными веществами и химическими веществами, любая болячка привязывается, любой микроб находит благоприятную почву в нашем организме для своей жизни, для размножения. But we are lucky that our body has its own cleansing organs. Но мы можем назвать себя счастливыми, удачливыми, потому что наш организм имеет все способности для очищения. We call this cleansing organs, we call emanatory system. У нас есть целая система органов, которые позволяют организму очищаться. Это выделительные органы. So emanatory system always trying to get rid of the toxic material in our body. Все эти органы помогают нам избавляться от токсичных веществ в нашем теле.
Anytime. For example, if you take any chemical, like if you take even one aspirin, that's not food, so right away our liver trying to get rid of it, send it out. И это происходит в любой момент, в любом случае. К примеру, даже если вы приняли таблетку аспирина, ваша печень сразу начинает работать на очищение организма от всех химических веществ, которые с этой таблеткой попали в организм. The most important organ in our body is liver. Печень является одним из самых важных органов в нашем теле. It is the biggest organ also. Также это один из самых больших органов в теле. And it's even much more important than the heart. Можно сказать, что печень даже важнее сердца. Because liver is the mother of the heart. Mother. Можно сказать, что печень это мать для сердца. And of course, all the toxic material that go into our body, the first organ that wants to try to get rid of it is liver. И, конечно же, когда в наш организм поступают токсичные вещества, первый орган, который нацелен на выведение этих токсичных веществ из организма, это печень. Liver doing a lots of different kind of functions. That of course in modern medicine in these days we don't know many of them. We know only about maybe 12 of them that is functions. Печень выполняет огромное количество функций, и мы даже не знаем весь тот набор функций, которые существуют у печени. Мы знаем в современной медицине порядка 20 функций. Some scientists believe that liver can make more than 3,000 different kind of the hormones in our body. Некоторые ученые верят в то, что печень в принципе способна выполнять до 3000 разнообразных функций в организме. Of course, liver, by all this power that it has, is very, very sensitive. Но при всей такой силе печени она является очень чувствительным органом, очень восприимчивым органом. If you have a stress, if you get angry, if you are scared, any of these emotions, the first effect is the liver. So liver is actually getting all of these emotions, and under this emotion cannot work properly. И то, к чему печень особо восприимчива, то, под влиянием чего она становится наиболее уязвима, это наши эмоции. Любой стресс, любые наши переживания, а особенно злость, раздражение влияют на печень. Now, with all of these things that I said, and then so we know that the problem that we have is a toxic material in our body with the food, air, everything that we are encountered with. So you have to see that how we can cleanse our body and get rid of the disease. Итак, все, что было сказано выше о токсичных веществах, о химических веществах в теле и о необходимости очищения нашего организма, приводит нас к теме о том, как действительно мы можем помочь нашему организму очищаться. So we want to have something that first cleans the body and at the same time actually rejuvenate the cells in our body. И здесь нам важен такой момент. Нам важно, чтобы наше тело не только очищалось, но и в то же время восстанавливалось, чтобы восстанавливались клетки. Alveo actually made for a lot of different kind of purposes. Alveo создавалось для большого количества различных целей. The first step that when you are taking alveo is the cleansing on our body. И первая из целей это именно очищение организма. The good thing about the alveo is such a way that it goes to all over our body. Что действительно хорошо в случае с алвео, это то, что алвео проходит через весь организм и способен очистить весь организм. It goes into the cell, so the smallest part in our body, and cleans there and gets rid of the toxic material and chemical. И самое важное, что алвео проникает в клетку и очищает клетки от химических и токсичных веществ.
So we can say that it keeps the body clean and balanced by removing the obstructions. Таким образом, можно сказать, что алвео помогает сохранять чистоту тела, баланс в теле, устраняя все препятствия, все блоки, все токсины. Some of the chemical, toxic material, while at the same time that taking rid of all of those things, preventing the cells from oxidation and giving them energy and oxygen. И в то же самое время, удаляя химические вещества и токсины из организма, алвео помогает, защищает клетку от окисления и помогает организму наполниться кислородом и энергией. One of the things that give us also the toxic material or toxication actually doing is oxygen. Что еще происходит в случае с поступлением токсинов, накоплением токсичных веществ в организме? As you know, oxygen is necessary for our life. So if there is no oxygen in the air, we cannot breathe, we cannot live actually. Мы знаем, что нам очень для жизни необходим кислород. But also oxygen in the bad environment also oxidized, or we can say contribute to the toxic material in our body. Без кислорода мы с вами не смогли бы жить. Но в то же время, когда кислород попадает в плохую среду, которая загрязнена уже химическими веществами и токсинами, происходит ухудшение ситуации, происходит закисление среды. It is the same thing that they put a piece of iron actually outside. After a while, you see that it rots, and it would be changing the color even. Фактически мы можем здесь сравнить наш организм с куском железа. В такой среде железо просто портится, да, и через какое-то время начинаются процессы гниения, как в организме. Alveo consists of different kind of hairs. Actually, we have lots of different kind of hairs all over we gather from all over the world. Алвео состоит из большого количества трав, и эти травы происходят со всего мира. And the way that we look at the herbs actually is in the way that we looked at the herb in Chinese medicine or in Eastern medicine is completely different than North America. И то, как мы рассматриваем травы, например, в китайской медицине в значительной степени отличается от западного подхода или от подхода северноамериканского. Usually you heard that any herb has a property. Обычно вы знаете, вы слышали, что любая трава обладает какими-то свойствами. But there is another factor that's much more important than the property of the herb, and that is the energy of the herb. Но помимо свойства той или иной травы, у каждой травы еще есть и определенная энергия. So then each herb, other than the property, has different kind of energy. So we can categorize these energies as a hot, cold, cool, and also warm. Поэтому, помимо свойств трав, мы можем распределить травы по категориям в зависимости от энергии, которой эти травы обладают. И здесь есть 4 категории: горячее, теплое, холодное и прохладное. For example, peppermint is a cold, for example, herb, but ginger is a hot or pepper is hot. К примеру, мята является холодной, относится к категории холодная трава, а имбирь к горячим, или перец тоже к горячим. So Alveo is a combination of 26 herbs. Алвео состоит из экстрактов 26 трав. As you know, we have two kinds of alveo. One of them is in the grape juice and the other is a peppermint juice. И как вы уже знаете, алвео выпускается в двух вариантах. Один на основе виноградного сока и второй на основе мяты. Something else that I forgot to tell you, that in Chinese medicine also there is another factor for the herbs. В
китайской медицине также существует еще один фактор, касающийся трав. So some herbs, for example, is ascending, means that going up. Some herbs or descending, coming down. Some herbs actually from inside out, sometimes some herbs from outside in. So that's why this is another factor that connected to the herb. И этот фактор связан с направлением. У каждой травы есть определенное направление, и травы можно распределить по категориям также на восходящие, нисходящие, оказывающие действие изнутри наружу и снаружи вовнутрь. And for example, that if you want a herb, so one, for example, suppose that you have a gas in the stomach, so we need something that taking care of this gas, and we need a herb that the property is from inside out, so to get rid of it. So that's why then we can use different kind of herbs in that case. И, к примеру, да, если человек страдает метеоризмом, если у него повышено газообразование в животе, нам нужно помочь человеку избавиться от газов. Для этого нам нужна трава, которая имеет направление изнутри наружу, чтобы помочь газам выйти из организма. So the reason that we use, for example, one of them as peppermint juice is that the peppermint in Chinese medicine is a floating herb. Причина, по которой мы используем в алвео мяту, мятный экстракт, потому что в китайской медицине мята относится к категории, можно сказать, плавучих трав, находящихся на потоке. Yeah, floating herb is a herb that taking the toxin from our body inside out. It means that anything that they have inside, any toxic, that the peppermint can take them out. И это как раз та трава, которая по категории направления имеет направление изнутри наружу, то есть помогает выводить проблему из организма. So those people that they have a problem even in the digestive system and the toxic material accumulated in the digestive system, so it's better to take the alveol that's in a peppermint alveol. Поэтому, если, к примеру, человек страдает какими-то заболеваниями пищеварительного тракта, то в этом случае ему лучше употреблять алвео на мятной основе. So the other alveo is in grape juice. Второй вариант алвео на виноградном соке. The reason that we take a grape juice is that grape juice is the most important as a fruit, the most important antioxidant as a fruit. Почему был выбран именно виноградный сок? Виноградный сок был выбран потому, что виноград является одним из самых важнейших, обладает антиоксидантными свойствами, очень сильными. As I said before, oxygen is our friend and also our enemy. So it means that oxygen in the bad environment actually oxidized and makes a contribution to the toxic material. Как я уже упоминала выше, кислород может быть как нашим другом, очень большим, так и нашим большим врагом. В случае, если кислород попадает на загрязненную среду, в организм полный токсинов и химических веществ, он усиливает закисление этой среды. So grape juice is very important as an antioxidant. So it means that doesn't let that the oxygen oxidize or chemicals or free radicals oxidize our cells in our body, and then so getting rid of them and send them out. Поэтому был выбран виноградный сок, обладающий антиоксидантными свойствами, которые помогают клетке освобождаться от закисления, освобождаться от излишнего количества свободных радикалов. So we can categorize them that alveo actually can cleanse the body, rejuvenate also the body based on all of those things. Таким образом, мы можем сказать, что алвео помогает очищать организм и также помогает восстанавливать организм на уровне клетки, основываясь на всем вышесказанном. First, we can say that the alveo is 100% natural and also organic, and only use the herbs and nothing else.
Алвео является 100% натуральным продуктом, органическим продуктом. В его составе только травы. As I said before, it can keep the body clean and cleanse the body, get rid of the all toxic material, and also at the same time preventing the cells from oxidizing. Как уже было сказано, мы помогаем с помощью алвео организму очищаться и предотвращаем закисление среды, предотвращаем окисление организма. It also transports oxygen to all the cells in our body. Кроме того, алвео помогает доставлять энергию всем клеткам в нашем организме. And also boost the immune system, because our immune system is very important to get rid of the diseases and also fight the diseases. Алвео поставляет кислород ко всем клеткам, а также восстанавливает иммунную систему, поскольку именно иммунная система помогает нам бороться с заболеваниями, противостоять болезням. And also at the same time, it helps us to rebuild the cells and rejuvenate our body. Алвео помогает восстанавливать клеточную структуру организма, по сути даже где-то омолаживает организм. Because it is so important that when we have something that cleans our body, means get rid of all those bad material and all the chemicals, all the toxic material, it should at the same time those cells that already died or those cells that under the pressure of the toxic material, so can rejuvenate them again and make new cells in our body. Поскольку, когда мы занимаемся процессом очищения, нам очень важно, чтобы те клетки, которые находятся под большим количеством напряжения, от большого количества различных химикатов и токсичных веществ, те клетки, которые очищаются, часть из них уже, может быть, погибла, часть, может быть, настолько была под нагрузкой, что этим клеткам требуется значительное восстановление. Поэтому нам нужен продукт, который именно будет выполнять эту функцию, помимо очищения, еще и восстанавливать клеточную структуру. So as you know that any minute there are millions and millions of cells in our body that die, and that of course at the same time our body trying to make the that new cells in our body. Вам наверняка известно, что в нашем организме каждую минуту умирают миллионы и миллионы клеток. И в то же самое время в организме и рождаются новые клетки. And actually we can define the aging by if the number of the cells always that dies is more than the cells that our body makes. So that called aging, because we lose some cells every day or every minute, actually we can say. И по сути процессу старения можно дать такое определение. Старение происходит тогда, когда количество отмирающих клеток превышает количество рождающихся клеток в организме. Actually, we can do something that the number of the cells that dies is equal to the number of cells that our body makes, so we never age, we always will be young. И с научной точки зрения, если нам удастся выровнять количество тех клеток, которые отмирают, с теми клетками, которые нарождаются, то мы всегда останемся молодыми. Мы перестанем умирать. Of course, usually it is impossible, but we have to try at least that the number of the cells that are dying is more or less than equal to the number of cells that our body makes every minute. Конечно, это кажется нереальным, но я думаю, что нам всем хочется, чтобы так было, и мы очень стараемся увеличить количество нарождающихся клеток, новых клеток, чтобы их число как можно больше приблизилось к числу отмирающих клеток, чтобы выровнять эти позиции. And actually, so we want to try, and that's why that we created alveo to help us to rejuvenate our cells at the same time, actually cleansing our body and trying to make a new cell more or less the same amount of the cells that
is dying in our body. Алвео создавался именно с этой целью не только очищения организма, но и восстановления клеточной структуры, восстановления клеток и омоложения. And also alveo is something else that helps us for the rejuvenation, as I said, and also help us that taking us through the health. Mostly health. Как я уже сказала, алвео помогает восстанавливать клетки, помогает ускоряет процесс заживления тканей. Through the tissue healing, because suppose that, for example, you see that whenever we have a wound or ulcer in our body, some people, as you know, that taking very slow actually to heal, and some people very fast. So that's why the body has a good immune system. That's what we want to try with the alveo. When you're taking, actually you increase your immune system. That's why we already have tested, research shows that. И вы знаете, конечно же, что когда происходит какая-то травма, и вы поранились, или там, возник синяк, то у одного человека последствия могут проходить очень быстро, да, все раны заживают, как на собаке, на кошке, а другой восстанавливается очень-очень долго. То есть это все тоже зависит от силы иммунной системы, и алвео нам помогает ускорить процесс заживления ран, ускорить процесс заживления тканей. Alveo also act as a tonic. Tonic means that something that gives you a strength and so gives you energy. Кроме того, алвео действует как тонизирующий напиток. То есть это напиток, который дает вам энергию, дает вам бодрость. You see that a lot of people actually cannot get out of the bed in the morning. They have to take a cup of coffee that to get a little energy to get up. Я думаю, многим из вас знакома ситуация, когда утром очень тяжело поднять себя из постели, и многим людям приходится, люди просто не могут проснуться, пока они не выпьют чашку кофе. But they tell you, if you want to have energy, it's much more better than to take just a little bit of alveo instead of coffee in the morning. Но я вам так скажу, что с утра вместо чашечки кофе лучше принять маленькую дозу алвео. Это даст вам гораздо больше энергии. Also, alveo protect the liver and also cleanse the liver, because liver is responsible for cleansing. So alveo coming to the help of the liver to cleanse the liver, that liver can do the job better than before. Как мы уже говорили, печень является очень важным органом, который отвечает за очистку нашего организма. И алвео помогает печени, потому что алвео, в свою очередь, очищает печень и восстанавливает ее. Okay, something else that alveo does is also help that the overproduction of the acids in your stomach. Кроме того, алвео помогает выработке всех тех кислот, которые необходимы для обработки, для нормального пищеварения, для обработки пищи в желудке. You see that especially in the morning when we get up in the morning, we have been fasting for more than 12 hours because we had our dinner, for example, 7 o'clock, 8 o'clock, and 7 o'clock in the morning when we get up, it is 12 hours that we didn't eat anything. So actually we were fasting for 12 hours. Это особенно важно, когда, к примеру, мы просыпаемся с утра, соответственно, мы покушали где-то вечером, предположительно часов в 7 вечера, мы поужинали, и утром встаем, у нас 12 часов перерыва, мы не кушали 12 часов, можно сказать, у нас был 12-часовой пост. And so in the morning when you get up, there are lots of acid in your stomach, okay, because you didn't eat anything. And also, there are lots of debris from the food that you had last night, the night before. So your stomach actually has some toxic material inside that. Means that the acid, so much acid and all debris of the food. И за это время в желудке выработалось некоторое количество кислоты,
А также в желудке остались части непереваренной пищи с ужина. So, in the morning when you get up, the best thing is that actually you're taking alveo in the morning. Why? You can put about 1 ounce or 2 ounces of alveo in 1 glass of water and take that right away when you get up in the morning. Поэтому рекомендуется принимать алвео именно с утра, когда вы проснулись, и вы берете 1 дозу или 2 дозы и растворяете в стакане воды и выпиваете стакан воды перед едой. Why? Because in the morning when you get up, as I said, so there are lots of acid in your stomach. So alveo actually taking care of all these things that it is in your stomach. So it cleans all the acid that is in your stomach and all anything that left over there from the last night. So it cleans and then so the stomach would be ready for the food that you want to take. И этот утренний прием алвео с водой поможет вам как раз очистить из желудка те остатки пищи, которые с прошлого вечера в нем присутствуют, и накопившуюся кислоту вывести из желудка и подготовить тем самым желудок к приему новой пищи. So then other than so it gives you a better digestion and absorption of the food, also it acts as a tonic and gives you lots of strength for the day that you want to work. Таким образом, алвео подготовит желудок и весь пищеварительный тракт к хорошему всасыванию питательных веществ из пищи, а также зарядит ваш организм энергией, являясь тонизирующим средством. You see that in our stomach, in our small intestine, in the large intestine, we have lots of good bacteria. We call it the flora of the stomach. So alveo helping us, our flora, to proliferate and to increase and making a flora for us. И вы знаете, конечно, что у нас в организме и в пищеварительной системе, и в тонком кишечнике, и в толстом кишечнике у нас есть определенная микрофлора. Алвео помогает эту микрофлору восстанавливать, помогает ее поддерживать на нужном уровне. And also alveo helps for the circulation of the blood in all over our body. That's one of the most important process, actually, one important function in our body. Кроме того, еще одной важной функцией алвео является улучшение кровотока в организме. You see that if the circulation in your body is not okay, so you will have a lots of different kind of problems. One of them is that you lose your memory. The other one, you lose even your balance because the oxygen cannot go up, oxygen or blood also cannot go to the brain. So even you cannot think. И это крайне важно, правильный кровоток, кровоснабжение всех органов и головного мозга крайне важно для нашего организма, потому что если у нас происходит нарушение кровообращения, нарушаются функции мозга, мы теряем равновесие, мы теряем память, мы не можем думать, соответственно, не можем действовать качественно. So those people that they have cold hands and cold feet actually, so one of the best remedies is alveo because it increases circulation to all the hands and feet. И алвео таким образом может помочь тем людям, у которых есть проблемы с кровообращением. Например, одной из довольно частых жалоб является холодные конечности, у кого-то ноги мерзнут. Алвео в этом случае тоже помогает. As I said before, alveo is also one of the best antioxidants. Как я уже говорил, алвео является очень хорошим антиоксидантом. And also a good energizer for the whole body, for the whole cells of the body, for anything, all the organs of our body. И насыщает энергией все клетки нашего организма и все органы. Something good about the alveo is that alveo doesn't go through the digestive system because anything that you eat first has to go to the digestive system. It goes to the stomach,
it has to be digested, then it goes to the small intestine, so it has to be absorbed, and it goes to the colon, actually the waste going out. So any food actually going through this process. И удивительным свойством алвео является то, что алвео поступает в наш организм и проходит по нашему организму не совсем так, как пища. То есть пища у нас в организме попадает в желудок, потом в тонкий кишечник, она там переваривается, впитывается, всасывается и так далее. But alveo doesn't have to go through this process. Alveo, when it goes to your stomach, it would be digested and absorbed through the stomach. It doesn't go to the intestine. So it is already digested and absorbed through your stomach. That's why when you're taking alveo, in about 5 minutes, it is in your bloodstream. It goes all through your body. В случае же с алвео, когда алвео поступает в желудок, происходит процесс и переваривания, и всасывания прямо в желудке. То есть процессы всасывания не проходят в тонком кишечнике, как в случае с пищей, а все усваивается прямо в желудке. Таким образом, когда вы употребили алвео, уже где-то через 5 минут питательные вещества поступают в клетки и в кровь. So, as I said before, the main purpose, the main causes of all the diseases is the toxic material in our body and also all those chemicals. Как я уже говорил раньше, одной из главных причин заболеваний являются токсичные вещества в организме, химические вещества. And to get rid of the diseases, actually, the best way is that, or the only way is that get rid of all toxic material in our body. We have to cleanse our body. Doesn't matter what disease we call it. So there are many names for the diseases, but the main reason is that there's toxic material in our body. And when we cleanse our body, so it means that we will be free of all the diseases and we will have the health. И неважно, о каком заболевании мы говорим, неважно, о каких диагнозах мы говорим, если нам удается очистить организм и поддерживать его в очищенном состоянии, то эти заболевания просто покидают наш организм. So that's why that during that many years that we had alveo in the market, a lot of people actually have connected to the, for example, magic to alveo. They said they have cancer, they are okay after taking alveo, they have the migraine, they have arthritis, all of those things I heard during that many years that I go to the seminars and so talking the seminars. И за все те годы, что алвео уже присутствует на рынке, люди связывают с алвео буквально магические перемены в своем состоянии. Были некоторые люди, которые говорили, что они благодаря алвео помогло им избавиться и от рака. Были люди, которые говорили, что алвео помогло при мигренях. We don't say that the alveo is a drug or medicine or remedy for that kind of disease or this kind of disease. We never say that. But actually I can say that alveo is for everything. Мы ни в коем случае не говорим, что алвео является лекарством или что оно является лекарством от какого-то конкретного заболевания, что его нужно употреблять при том или ином диагнозе. Но мы говорим, что алвео помогает очищать организм, соответственно, поддерживать нужный баланс в нем. Because as I said, we accept that actually the diseases is the pollution of the body, toxification of the body. If we take this toxification out or this problem out, anything that it is chemical, any toxic material from our body, so it means that doesn't matter we call any disease, doesn't matter we call the disease cold or we call that disease a cancer or whatever, then it would help us. Концепция данного продукта заключается в том, что если с помощью данного продукта мы очищаем организм, организм освобождается от химических и токсичных веществ, а соответственно, если организм чистый, то и заболевание, независимо как этот диагноз назван, покидает наш организм.
As I said, that how we take alveo, the best way to take alveo is just in the morning when we get up. And so mixing with the water, that's the best way, because in the morning our stomach is not empty, of course completely, not completely empty. There are lots of things inside that, so that's why that we cleanse our stomach right away when we get up and gives energy to our body. И, как я уже сказала, рекомендуется принимать алвео с утра, потому что наш желудок с утра, хоть нам и кажется, что мы на голодный желудок принимаем препарат, на самом деле желудок у нас не совсем пустой, в нем отходы с прошлого ужина, как минимум остались, в нем кислоты и так далее. И мы помогаем нашему организму, очищая желудок и готовя его к приему новой пищи. Of course, if we like, we can have another ounce of the alveo about half an hour before the dinner. So this is also very good because again, we prepare our stomach for the dinner and also energize our body. Если есть такая необходимость, можно принять вторую дозу алвео перед обедом. Таким образом, вы также подготовите свой желудок, свой организм, очистите желудок, подготовите его к приему пищи. Okay, thank you very much. Спасибо большое за внимание. Для поддержки. Дамы и господа, дорогие гости, я бы хотел вас поблагодарить за то, что вы проделали многие из вас длинный путь и приехали сюда из далеких городов. Я вижу, что на некоторых сказывает усталость от дороги, поэтому я бы сейчас хотел задать вопрос вам. Лично я уже себе на этот вопрос ответил. Теперь как бы задать вам. Приятно ли работать с любой продукцией абсолютно, или с продукцией, которая создана не случайно, которая разработана людьми, которые вкладывали в это колоссальные силы, время, опыт, совершенствовали эту продукцию. С продукцией, которая приносит пользу. Или, говорю, вопрос, да? Приятно ли с любой абсолютно работать, или вот с такой, о которой я сейчас сказал? Вот и мне тоже. Я работаю в Хошбине уже почти 4 года. И не на первый год, но в какой-то момент я ощутил, что мне приятно работать на этой работе, потому что мы не все, что угодно продаем. Не случайные вещи. И алвео, как уже было сказано, на протяжении больше 10 лет совершенствовалось, эти тарабы добавлялись. А приятно ли работать, точнее, получать от работы только финансовое вознаграждение, случайное или закономерное в результате какой-то работы, спланированных каких-то действий? Закономерно. Так вот, мне тоже на работе приходится делать совершенно разные вещи, но Акун — это целиком концепция. И не только, кстати говоря, для вас, как для клиентов и для дистрибьюторов, но и для меня концепция. Это концепция здорового образа жизни, именно активного образа жизни. Потому что я на работе, мне приходится решать много различных задач, к которым приходится иногда подходить творчески. И без активного такого участия в делах удовольствие от работы невозможно получить. Если вы просто капала какая-то денежка, наверное, удовольствие получал бы от использования, да? А вот от работы нет. Поэтому
Пусть каждый для вас ответит на вопрос для себя, который я сейчас задал. Приятно ли работать в такой продукции, приятно ли работать активно? В Акуне есть четкая абсолютно закономерность. Успех заложен в самой этой концепции. Если ты активный человек, если ты понимаешь, что ты работаешь с продукцией, которая несет пользу, если ты понимаешь, что достигаешь успеха только в результате кропотливой и активной работы, успех такому человеку гарантирован. Нет случайных людей среди наших дистрибьюторов, достигших больших результатов. Все эти люди, без исключения, делают огромный труд. Во второй части программы я лично, руководство компании, весь наш коллектив, хотели бы поздравить и поблагодарить дистрибьюторов. Мы очень их ценим, мы знаем, что их трудами развивается Акуна. Поэтому вам решать, с какой компанией, с какой продукцией работать. Я для себя решил. Спасибо. И я хотел еще несколько слайдов показать. Активный образ жизни, он предполагает перемещение. И в этом нам очень помогают автомобили. Это наша флотилия наших автомобилей. Булат Иван Алексеевич, директор региональной сети. Хазиев Владимир Ильясович, директор региональной сети. Помощкин Валерий Викторович, директор национальной сети. Валентина и Олег Артемовы. Абдулина Лилия Хамитовна. Прошу. Малышева Татьяна Ивановна. Димухаметова Лейсан. Дятлев Сергей. Корявова Екатерина и Юрий. Наговицына Наталья. Исламова Мадина. Очень приятно видеть, что некоторые из вас приехали на этих автомобилях сюда. Надеюсь, вы получаете удовольствие не только от работы, но и от того, что вам приносит работа. От автомобилей и от множества других вознаграждений. Спасибо. А сейчас я объявляю перерыв на кофе-брейк.